Я люблю игры на жадность, и поэтому, возможно, я буду сегодня немного предвзят. Но, с другой стороны, сегодня я вам покажу игры на жадность наоборот. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня Gangs of Kyoto, маленькая карточная игра, которая продолжает серию игры Котики Киото. Она находится в том же самом мультяшном Киото, и главными персонажами здесь будут те же самые котики. Но только это карточная игра, и в ней мы будем раздавать карты всем игрокам, при этом каждый игрок будет раздавать их по очереди, стараясь сделать так, чтобы другие игроки вылетели, а он остался. В этой игре основной механикой будет игра на жадность, но только происходить она будет по-другому. Обычно в играх на жадность вы добираете что-то себе и решаете, в какой момент остановиться. Здесь же вы будете раздавать карты всем, включая себя. А вот получится ли у вас остановиться вовремя или нет, зависит от того, что вы себе выложите и что дадут вам другие игроки. Давайте разбираться, как играть в Gangs of Kyoto. Подготовка к игре максимально простая. Вы просто достаете пачку карт на стол, кладете карточку первого игрока кому-то, и все. После этого, в зависимости от того, сколько игроков играет, например, нас 4, первый игрок берет 4 карточки отсюда и начинает раздавать их игрокам, включая себя. Он берет, смотрит карточку и решает, кому ее дать. Например, я дам ее этому игроку. Смотрит вторую, дам ее этому игроку. Смотрит третью, дам ее этому игроку. И здесь включается символ, который я потом объясню, что он делает. И последний остается мне, и тот же самый символ сюда. Для чего мы все это делаем? На карточках есть два показателя. Первый показатель — это число вверху карточки. И важный момент в том, что если у кого-то из игроков будет в сумме на этих числах 13, он вылетает из игры, раунд заканчивается. И тогда важными становятся вот эти вот колокольчики. Вот эти вот. Потому что все остальные игроки, кроме того, кто вылетел, собирают свои карты колокольчиков с колокольчиками и кладут их себе в закрытую. Этот игрок же сбрасывает все карты, а другие игроки сбрасывают все оставшиеся карты. То есть колокольчики ушли, все другие карты сбросили. И вот если в конце такого раунда у одного из игроков будет 13 колокольчиков, он победил в партии. Для того, чтобы игра была веселее и интереснее, карты в игре абсолютно разнообразные. На них есть и разные числовые показатели. То есть, например, видите, здесь 1, а здесь 2, а колокольчиков и та, и другая дают одинаковое количество. Есть карты с числом 0. И карты с пятеркой — это максимальные карты. При этом вы никогда точно не знаете, что будет у вас в руке. Если у вас лежат там 4 карты на 4 игроков, вы никогда точно не знаете, что будет. Потому что, например, вот пришла вам первой картой такая пятерочка с двумя колокольчиками, и вы прекрасно понимаете, что, пятерку, наверное, лучше кому-то отдать, потому что это больше, чем треть очков, которые вам нужно получить для того, чтобы проиграть партию. Но, с другой стороны, если к вам приходит карта с четверкой и двумя колокольчиками, возможно, стоит уже задуматься, особенно если вы видите, что у вас там 2 очка, например, всего лежит. Может быть, ее стоит взять. Когда к вам приходит карта с тройкой и колокольчиками, вы начинаете серьезно задумываться, потому что, 2 колокольчика — это 2 колокольчика, а тройка, это все равно много достаточно. Поэтому каждый раз, когда вы тянете одну карту, вы не знаете, что осталось в последних 3 картах, и решаете про нее, возьмете вы ее себе или отдаете ее оппоненту. Но чтобы игра была еще более разнообразной, на нижних символах иногда есть вот такая вот картинка. И это значит, что тот игрок, который получил себе эту карту, вскрывает себе одну карту в закрытую из колоды и получает дополнительную. Это не всегда плохо, потому что он также может скрыть себе карточку с 2 колокольчиками или карточку с специальным котиком, про которых мы сейчас поговорим. Но, с другой стороны, может быть, это как раз будет его концом, когда у него лежит там 9 очков, вы ему даете сороку с 1 очком, а с следующей карты выходит ему еще и тройка, и он сразу вылетает. Есть еще специальные карты с котятами, с теми самыми котятами, которых мы видели в Котиках Киото, 4 основных персонажа, и они дают следующие вещи. Во-первых, котенок черненький, он говорит вам о том, что также кладется в ряд справа от вас. То есть все карты выкладываются у вас всегда в ряд. Первая карта будет здесь, вторая так, и так далее. И теперь вам нужно набрать не 13 очков, чтобы провалиться, а целых 18. Есть котик, который, с другой стороны, убирает самую вашу правую карту из ряда. И круто, когда вы получаете ее, чтобы сбросить, например, нечто большое. То есть, например, у вас лежит там где-нибудь в ряду, там справа пятерочка, и вы сами себе кладете эту карту, и они обе сразу сбрасываются. Пятерочки, вы от нее избавились. С другой стороны, если у другого игрока лежит 18, вы можете подложить эту карту ему, и вот эти 2 карты сбросятся. И он больше не сможет себя фривольно чувствовать, получая много очков. Третий котик.
Он вам говорит о том, что вы имеете право в дальнейшем отказаться от любой карты, которая к вам придет. И может это выглядеть так. У вас лежит такой котик, к вам приходит сорока, и вы принимаете решение. Отказываться от этой сороки или нет, она с одной стороны дает всего одно очко, и потратить на нее котика не так бы хотелось, с другой стороны она сейчас вытянет вам другую карту. Вы решаете, что тянем другую карту, карта вскрывается, здесь двоечка, и можете отказаться от нее, например. Если там пришла пятерка или четверка, конечно, вы от них, скорее всего, отказались. Но можно было отказаться и от первой, и вообще не тянуть карту. Это вот такой вот котик. И есть еще котики беленькие, они чисто дают вам колокольчики. Они бывают 1-2 колокольчика, и эти карты сразу уходят вам вот сюда. И если вам повезло вытащить такую карту или пришлось оппоненту вам ее отдать, то, пожалуйста, вот ваш котик. И как же, может быть, ему придется вам ее отдать, спросите вы? Да все просто. Если игрок брал 4 карты и хотел, соответственно, там одну взял себе, вот она у нас сорока с 2 колокольчиками, забрал ее себе. Второго котика он вычел классного типа, да, но себе карту он уже взял, а каждому игроку в раунде можно раздать только одну карту. Он дает ему ее вот этому игроку, потому что у того уже есть отказ, не надо ему 2 отказа, на всякий случай. Третью карту он дает вот этому игроку, чтобы сбросить его карту отказа. А четвертая карта, вот она как раз выходит такая вот, и он не мог бы взять ее себе, хотя, может быть, и очень хотел, но обязан отдать ее тому игроку, которому не давал еще ничего. Дает ее этому игроку, и карточка уходит сюда. Игра очень азартная, очень веселая и немножко даже злая, но злая не обидная, потому что вы каждый раз раздаете всем игрокам по одной карте, и здесь уже вам надо считать. Вы сидите и смотрите, блин, вот у меня типа 8 очков, пришла тройка с 2 колокольчиками, стоит ли мне взять ее себе? Или подождать, может быть, там будет единичка, которая меня удержит от того, чтобы провалиться в этом раунде, потому что у меня есть 3 колокольчика забрать себе, это было бы неплохо. С другой стороны, вы понимаете, что у другого игрока там уже 11, и, возможно, одной из карт, которые вы следующий вытянете, вы просто его как раз взорвете. Но, как бы, тогда у вас будет на 2 колокольчика больше. Вы берете себе эти 2 колокольчика, а дальше приходит единичка и какой-нибудь котик, и этот игрок не взрывается, и в следующий ход уже ходит другой игрок, и он взрывает вас. Весело, азартно, очень увлекательно. У нас в последнее время эта игра пользуется достаточно большой популярностью, играют ее практически каждый вечер в студии. Такое достаточно редко бывает. Игра подойдет даже для игр с детьми, которые уже не обижаются на то, что вы можете дать им что-то негативное. Абсолютно языконезависимое, никаких слов на картах нет, только правила. Выглядит очень симпатично, и если вам хочется азартную, быструю игру, которую можно сыграть полностью за 10-15 минут, то очень неплохой выбор, можете попробовать Gangs of Kyoto. А это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Гик Медиа. Всем пока!